Для проверки работоспособности штатного регулятора напряжения скутера нам понадобится латер, это источник переменного напряжения с возможностью регулировки от 0, в нашем случае до 15-20 вольт. Больше 20 вольт нам не нужно, иначе есть риск повредить конденсатор регулятора, так как он рассчитан максимум на напряжение 25 вольт. Далее нам нужен мультиметр. Выставляем режим измерения переменного напряжения. Контролька, лампа накаливания на 12 или 24 вольта. Штатный разъем регулятора напряжения. Я его использую для удобства, но можно обойтись и без него. Зеленый провод масса. Подключаем к одному из выходов латера. Желтый на второй выход латера. Один вывод контрольки садим на белый провод регулятора. Также к выходу латера подключаем мультиметр. Оставшийся вывод контрольки подключаем к тому выходу латера, где уже подключен желтый провод регулятора. Во избежание поражения сетевым напряжением, все подключения с латером выполнять только когда он отключен от сети. Вот схема того, что должно получиться. Подключаю к разъему испытуемый регулятор. Убеждаемся, что регулировочная ручка латера выставлена в нулевое положение. Иначе есть риск сделать из проверяемого регулятора заведомо неисправный. Включаем латер в сеть. Очень медленно вращаем ручку латера, тем самым поднимая его выходное напряжение. При этом следим за показаниями мультиметра. Если регулятор исправен, при достижении выходного напряжения латера в 13,5 вольт контролька должна засветиться. Это открылся тиристор регулятора. Можно поднять напряжение латера до 15 вольт. Контролька засветится ярче. Если контролька постоянно светит или наоборот не светит при изменении напряжения латера, это значит регулятор неисправен. Если же выходное напряжение латера наоборот сбавлять, то при напряжении ниже 13,5 вольт тиристор должен закрыться, а контролька погаснуть. Это будет означать то, что регулятор можно считать исправным, но только на 50%. Проверим второй регулятор напряжения таким же способом. Оба регулятора показали одинаковый результат. Можно сказать, что оба регулятора условно исправны. Но чтобы сделать окончательный вывод о их исправности и подтвердить со стопроцентной уверенностью результат проверки, необходимо прозвонить встроенный выходной диод. Именно он отвечает за зарядку аккумулятора. На мультиметре включаем режим прозвонки диодов. Для проверки касаемся щупами мультиметра выводов регулятора. Меняем щупы местами. Показания мультиметра не изменились. Значит, диод в обрыве. Регулятор неисправен. Но поскольку ранее мы убедились в исправности тиристора в этом регуляторе, то если установить его на скутер, с этим регулятором будет работать основной свет от генератора. Но из-за обрыва выходного диода аккумулятор скутера заряжаться не будет. Вот поэтому и получается, регулятор исправен наполовину. Проверим второй регулятор. Мультиметр показал падение напряжения 0,9 вольта в одном направлении и 0 в обратном. Выходной диод исправен. Тиристор мы проверили ранее, он также исправен. Вывод можно заявить с уверенностью, этот регулятор исправен полностью, однозначно.